Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Вот скажите мне, вы когда-нибудь видели, как роскошь встречается с инженерной мыслью, а классика обнимается с городом будущего? Если нет, милости прошу на прогулку по взлетно-посадочной полосе, по оранжевой площадке подиуму в Шанхае. Здесь, на набережной Бунт, с потрясающей архитектурой и современными небоскребами, поздним вечером, под мерцающими огнями, дом моды Hermès представил круизную коллекцию Resort 2026. По заявлению креативного руководства, эта линейка стильных нарядов стала продолжением второй главой предыдущей осенне-зимней повести бренда, презентация которой состоялась ранее на неделе моды в Париже. Ради эффектного шоу Hermès покинул французскую столицу и отправился в Китай, чтобы устроить модный спектакль на тему «Как жить красиво, не напрягаясь». И скажу я вам по секрету, китайский рынок это оценил. Показ собрал 800 VIP-гостей, включая актеров, олимпийцев, звезд балета, известных репортеров и телеведущих. Ни одного случайного прохожего. А давайте-ка прямо сейчас представим, друзья. Мы с вами в Шанхае. В городе, где дома обнимаются с небом, а Wi-Fi ловит даже чайник. Июнь, вечер, сверкающий горизонт, река, по которой медленно скользят лодки, словно кареты Золушки на воде. А в воздухе запах рисового вина и хорошо отглаженного кашемира. Это был не просто показ. Это настоящий калейдоскоп настроения, где каждая деталь словно зовет: «Живи, меняйся, не бойся быть собой». И неважно, 20 тебе или 60, ведь возраст не ограничение, а суперсила. Надежда Ванне-Цибульский решила назвать коллекцию очень кратко – в галоп. В этом понятии все – движение, трансформация, легкость, свобода. Такое чувство, что дизайнер подумала, если женщина сегодня успевает быть и заботливой мамой, и любящей бабушкой, бизнес-леди и волонтером, звездой ТикТок или фэшн-блогером, то и одежда должна быть такой же многоликой. Почему бы не подружить дорогой люкс с уличной модой? И вот получаем результат – стильный гардероб от Hermès. В его основе модульность, практичность, элегантность и всегда универсальная многослойность. При этом ничего не выглядит как банальная вещь из масс-маркета. Все по-французски сдержанно, по-китайски тонко и просто по-человечески удобно. Есть, к примеру, пальто, которое можно превратить в жакет, юбку, платок или кожаное платье, что преобразуется в юбку-карандаш и жилет. В этом случае очень напомнил сцену из фильма «Бриллиантовая рука». Как там было? Легким движением руки брюки превращаются брюки в элегантные шорты. Главное, что в самый последний момент у нас не случилась точно такая же маленькая техническая неувязка со змейкой-застежкой. Но в целом все просто и гениально. Я уверена, даже дамы постарше, привыкшие к классике, смогут почувствовать настоящий азарт от возможности менять любую вещь под свое настроение. Прямо магия какая-то. И это для нас. Не для подиума, а для реальной жизни. Хотите на вечеринку? Расстегнули. Дети просятся в парк? Застегнули. Муж зовет на дачу? Лучше наденьте что-то другое, конечно. Но Hermès и тут подойдет. Стеганые бомберы и плащи, замшевые куртки, кейпы и шелковые рубашки, свитеры, крепко завязанные в узел на талии, сапоги в дуэте с трикотажными гольфами и высокие ботинки в паре с гетрами или чулками. А еще фирменный платок с традиционным принтом, то ли в роли акцентного пояса, то поверх бейсболки. И, внимание, абсолютно новый в арсенале бренда аксессуар – кожаные наушники. Ванне-Цибульский включила их в образ вместо ювелирного украшения или же вместо шарфа. Решайте сами. Но теперь любимую музыку мы будем слушать модно. Что у нас, вернее, в гардеробе Hermès по цветовой палитре? Если кратко – тепло, глубоко, плотно. Это как если бы осень взяла свои лучшие краски и сварила их в шелке. Бархатный шоколадный, огненно-оранжевый, теплый бордовый, глиняно-белый, чернильно-синий. В этих оттенках есть все, от трепетной нежности до смелых заявлений. Они не яркие, а насыщенные, не мрачные, а зрелые, красиво сыграют и при дневном свете, и вечером в отражении хрустального бокала с шампанским. Скажу честно, мои дорогие, я смотрела модное шоу, а в голове одна мысль. Вот опять, ну как же им удается сделать коллекцию и для Парижа, и для Шанхая, и для меня? Даже не хочется думать, сколько стоит это удовольствие. Хотя точно знаю,
дорого. Потому что я покупаю не вещь, а уверенность, что завтра, да хоть через энное количество лет, снова смогу быть разной. Интересно, чем еще готов удивить нас дом моды Hermès? Возможно, в следующем сезоне мы с вами, друзья, увидим, например, шорты-бермуды, которые запросто превращаются в легендарную сумку Биркин. А почему нет? Давайте поддержим смелые идеи команды бренда лайком, а мой канал – подпиской и комментарием. Всем красоты, позитива, добра, пусть каждое утро встречает вас теплой улыбкой и с ярким, солнечным настроением.